Хочу ответить на некоторые интересные комменты и вопросы. Имена называть не буду, читаю только сообщения. Для наглядности комменты на экране. Первый коммент. Вот бы еще в биолаборатории проверить все образцы. Отвечаю, нет необходимости тратить деньги, ведь отсутствие плесени и следов работы гнилостных бактерий указывают на то, что продукты пригодны к употреблению. Именно порча продуктов и делает их непригодными к употреблению. Следующее. Однако лучок замечательно сам по себе плесневеет. Да, не спорю, но в наших 2 экспериментах в закрытых банках лук нигде не покрылся плесенью. Лук мы использовали домашний, но я думаю, дело именно в закрытом пространстве. Далее. Хочу узнать, какие ощущения после открытия банок. Запах, текстура продуктов в банке с луком и спиртом. Расскажите, пожалуйста. Да, конечно, я это сделаю, просто в данное время не хочу открывать банки, но планирую еще понаблюдать, что будет дальше. Но в любом случае продукты съедобны и безопасны, там нечем отравиться. Далее вы спрашиваете, какая температура была в месте хранения данных банок. Банки у нас стояли в гардеробной комнате. Там сухо и нет окон. Температуры не мерил, но могу сказать одно, что там комнатная температура. Следующий коммент. Мне кажется, что за год контрольная банка должна была быть полной плесенью до краев. Отвечаю. И в первом эксперименте с хлебом, и во втором с томатами мы ни разу не открывали банки с момента начала эксперимента и не вмешивались никак в процесс. Возможно, плесень становилась потому, что в банку не поступал кислород. Хотя, думаю, в контрольной банке все равно потихоньку продолжается процесс разложения. И следующий вопрос на эту тему. А разве могут данные процессы проходить без кислорода? В этом, скорее всего, и кроется секрет. Кислород изначально был в банках, но пары лука или спирта как-то повлияли на него внутри банок. Но это мое предположение. Может быть, кто-то из вас даст более корректное объяснение на этот вопрос. Оставьте коммент, интересно. Далее. Без дегустации, думаю, эксперимент неполный. Я не против, просто не хочу прерывать эксперимент. Но повторюсь, если нет плесени, нет гнили, форма не изменилась, хлеб и яблоко выглядят свежими, то они полностью пригодны к употреблению. Если применить этот способ для хранения целых продуктов, не разрезанных, то проблем с привкусом вообще не будет. Оболочка фруктов, ягод, овощей и злаковых защитит от этого. Тем более пропорции будут другими. Чайная ложка спирта, размазанная по стенкам большой емкости, никак не повлияет на вкус хранимых продуктов. Более того, при открытии емкости запах спирта быстро улетучивается. И это проверено. А вот интересный вопрос. Газообмен в банках у вас каким-то образом организован? Вопрос, наверное, от микробиолога. Ответ – никак. Банки были плотно закрыты герметичными крышками и ни разу не открывались. Наверное, в этом и есть часть секрета. Следующий вопрос. Если мы храним продукты, не приобретут ли они запах лука и спирта, что сделает их употребление, если невозможным, то неприятным? Я уже отвечал на подобный вопрос, но хочу добавить один момент. Так консервировать нет смысла готовые изделия типа хлеба и выпечки. Это хороший способ сохранить стратегически важные продукты. Например, если вы делаете неприкосновенный запас на случай будущего голода, войны или других бедствий. Так вот, этим способом вы сможете хранить продукты годами, предложенные нами средства лучше всякой химии и очень простые. Мы открывали 5-литровые емкости с крупами через год хранения, и там не было никакого привкуса. Далее, что думаете насчет уксуса, соли и хлоргексидина? Уксус работает так же хорошо, как и спирт. И, кстати, кому неприемлем спирт, используйте яблочный уксус и все будет окей. Во втором эксперименте мы продемонстрировали это. А вот соль не справилась с задачей. Хлоргексидин пробовать не будем, потому что это химия, это не наша тема. Следующий коммент. Так ведь в варенье данные компоненты не положишь. Лично я для защиты от плесени всегда намазываю крышку изнутри горчицей. Ну вот, вы сами и ответили на свой вопрос. Вместо горчицы попробуйте протереть крышку спиртом и быстро закатайте банку, чтобы пары не успели улетучиться. Думаю, сработает. И вот еще коммент. Спирт в продуктах питания миллиарды считают запретным и, наверное, убивает все бактерии подряд. А лука с агрессивным ароматом только на случай апокалипсиса.
Друзья, тут важно понимать, что мы имеем дело с разными вещами. Наш эксперимент не призывает пить спирт. Мы используем его пары, и притом малое количество. И повторюсь, при открытии емкости эти пары сразу улетучиваются, и ничего не остается. Проблемы не существует. Запах лука также быстро исчезает, когда емкость открыта. Но вот смотрите, если вам нужно сохранить еду от порчи, например, в поездке, когда нет холодильника, просто положите в фольгу мясо, колбасу, яйца или что там вам нужно сохранить и сверху поместите нарезанный кольцами лук. Это будет сохранять вашу пищу долго. Мы проверяли это много раз. Таким же способом можно также сохранять от порчи сырое мясо и рыбу. И здесь запах лука никак не лишний, а даже очень уместный.